Приветствую всех на своем канале. Хочу показать самодельный токарный станок по дереву. Прошу строго не судить его за недостатки, так как изготавливал я его очень давно, в юности. Изначально станок был построен без применения сварки. Все детали станка были скреплены между собой болтами. Для обработки деталей применялись исключительно ручные инструменты. Из электрических была только электродрель. Это мой второй токарный станок. Первый я построил, когда мне было примерно 14 лет. Из электродвигателя от стиральной машины. Он был из дерева, кроме направляющих. Они были из металлических уголков от старой кровати. Станочек перед съемкой я немного подновил, покрасил заднюю бабку, подручник и частично электродвигатель. Но несмотря на то, что на улице конец июля, температура плюс 14 градусов. Поэтому краска не сохнет вот уже третий день. На этом станке я точил всякие круглые изделия, киянки, скалки, мялки для картофеля, ручки для напильников, стамесок, бейсбольные биты и многое другое. Специально заготавливал березовые болванки в лесу, сушил их для последующей обработки. Но потом интерес к этому пропал, к тому же я переехал в другое место жительства, где нужно косить большую территорию травы. И я снял с токарного станка электродвигатель и поставил его на самодельную косилку. Ссылка на видео в описании. В первоначальном варианте все соединения станка были выполнены на болтовых соединениях. Но потом в некоторых местах пришлось соединить детали при помощи сварки. Сваривал не я, поскольку в то время варить я не умел и сварки у меня не было. Сварка применена в нескольких местах. Приварены болты крепления, поскольку их нужно было затягивать двумя ключами, а это очень неудобно. И соединен уголок со стойкой подручника. Это соединение на болтах имело плохую жесткость. Станиной для станка служит строганная деревянная доска, на краях которой болтами прикручены деревянные ножки. Вся эта конструкция покрыта лаком по дереву. Раньше с обратной стороны станины для утяжеления конструкции была прикручена массивная полоса листового металла, но я ее потом куда-то израсходовал. Слева на станине на подкладках из фанеры и двух П-образных металлических пластинах закреплен электродвигатель, который служит одновременно передней бабкой станка. Мощность его 370 Вт, скорость вращения вала 1400 оборотов в минуту. Подключен он в треугольник через конденсатор 20 микрофарад. Раньше электродвигатель был подключен к 3 фазам, мощность хватала для заготовок большого диаметра. Сейчас подключен через конденсатор, думаю, большие заготовки электродвигатель не потянет. На валу закреплена втулка, в которую вставляется либо трезубец, либо планшайба и зажимается двумя болтами. Трезубец изготовлен из какой-то круглой металлической детали при помощи напильников и ножовки по металлу, поэтому вращается не идеально ровно. Но на качество изготовляемой детали это практически не влияет, поскольку деталь центрируется от обточки относительно подручника. Направляющие выполнены из металлических уголков, которые скреплены между собой П-образными скобами с помощью болтовых соединений. Скобы, в свою очередь, закреплены к деревянной станине при помощи болтов. Задняя бабка изготовлена из листовой стали. Дополнительно для усиления жесткости установлена распорка из стальной пластины. Внизу установлена металлическая пластина, которая фиксирует заднюю бабку между направляющими. Вверху установлена какая-то цилиндрическая деталь с нарезанной внутри резьбой М10. В нее закручивается обыкновенный болт с длинной резьбой М10 с заточенным концом с одной стороны, который служит центром задней бабки. На другом конце болта приспособлена ручка от воздушного крана. Фиксируется болт с помощью вот этой гайки. Задняя бабка фиксируется на станине при помощи болтового соединения с резьбой М10. Основание подручника изготовлено из металлической полосы. К ней закреплена с помощью винтов П-образная пластина, которая служит направляющей для стойки подручника, к которой приварен уголок, на который упираются токарные резцы во время обработки заготовки. Подручник имеет регулировку высоты и глубины. Фиксируется на направляющих при помощи болтового соединения с резьбой М10.
Чтобы зажать деревянную заготовку между центрами, для трезубца я делаю 3 глубоких насечки кернером и немного раздаю их движениями вправо-влево. Для центра задней бабки кернером тоже делаю глубокую насечку примерно по центру. Для уменьшения трения насечку я иногда смазываю литолом, но стоит учесть, что он может пропитаться дальше по заготовке и испортить ее внешний вид. Центр задней бабки фиксирую вот этой гайкой. Устанавливаю подручник на нужную глубину и высоту. Вот и все, станок готов к работе. Можно приступать к черновой обточке болванки. Раньше у меня было много разных токарных самодельных резцов. До сегодняшних дней дожили только 2. Рейер, сделанный из полукруглой стамески, и мейсель, сделанный из большого напильника. Технику точения уже подзабыл за годы. Также она ограничена конструктивными особенностями и возможностями токарного станка. Ну вот, чисто для демонстрации работы станка довольно грубо обточил вот такую круглую березовую болванку. На этом я хочу попрощаться. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Всем пока!